Всем привет, это Лайки Ньюс, с вами Кристина. В этом видео я подготовила для вас 10 лайфхаков для школы, и я думаю, что таких вы еще не видели. Они созданы не для того, чтобы хитрить или списывать на уроках. Это маленькие хитрости, которые помогут вам сдать экзамены и хорошо учиться. Итак, давайте начнем. Я надеюсь, вы помните игру из предыдущего видео с лайфхаками для начинающих художников. Там я рассказывала о правилах. Ну так вот, здесь вам опять же нужно найти 3 значка лайки, которые я спрятала в этом видео. Мини-призом сегодня будут ваши комментарии. Напишите, какие хитрости для школы используете вы. Самые интересные ответы я публикую на YouTube в сообществе, а самый крутой ответ закреплю в этом видео, и его смогут увидеть все. Ищем лайки и участвуем. Никогда не знаешь, где можешь залипнуть и в какое время. В поликлинике, автобусе, по дороге на учебу, столовой и так далее. Не играйте в игры на телефоне и хватит в 100-й раз проверять свою инстаграм-страничку. Проведите ожидание с пользой. Закачайте в телефон нужные аудиокниги. К примеру, сейчас почти вся школьная программа по литературе есть в аудиоформате. Зато представьте, сколько времени освободится дома для любимых и приятных вещей. Вы скажете, с литературой понятно, но задают же кучу всего и по другим предметам. Что же делать с ними? И из этой ситуации есть выход. Найдите в сети свой учебник в электронном варианте и скопируйте нужный параграф, текст в электронную начитку, их множество. Выбирайте ту, что вам больше нравится, и пусть робот читает учебники по истории, химии, физике за вас. Так вы сможете заниматься любимыми делами по чтению учебника и совмещать приятное с полезным. Если вы аудиал, то это точно для вас. Поставьте на телефоне приложение записи вашего разговора. Знаю по себе, что когда у тебя миллион дел, то запомнить все невозможно. А так можно всегда прослушать нужную информацию заново и ничего не перепутать. Особенно это касается домашних заданий, которые вы забыли записать, или важные встречи в школе. Если есть возможность, сделайте домашние задания, сидя в уютном кафе. Это вдохновляет и настраивает на определенные эмоции. Плюс можно назначить встречи или работать вместе с подругами. Закажите чай или кофе с пирожными и начните работать. Такая смена обстановки очень плодотворно скажется на вашей продуктивности. Знаю по себе, что порой лекции бывают настолько заумными, что мозг просто не хочет воспринимать информацию и включает спящий режим. Попробуйте записать лекцию не точь-в-точь, а своими словами. Так вы запомните и поймете материал гораздо лучше. Еще один способ хорошо усвоить материал – писать его по принципу Корнельского конспекта. Еще в 1950 году профессор Корнельского университета предложил конспектировать лекции, разделив страницу на 3 части. Так информация усваивается лучше. В прошлом видео о лайфхаках к школе я тоже предлагала интересный вариант конспекта для запоминания. Выбирайте, что ближе вам. Ссылочка на предыдущее видео о школе будет вверху экрана. Не забывайте про значки лайки, они где-то рядом. Создавайте свою систему шифрования частых слов. Это помогает всегда успевать записывать под диктовку и потом понять свои записи. Я любила использовать вот такие сокращения. А какие вы обычно сокращаете слова? Напишите об этом в комментариях. Я думаю, все мы хотим не просто просиживать штаны в школе, как говорила моя учительница, а стать образованным и успешным по жизни человеком. Заведите себе красивый блокнот или тетрадь, в которой вы будете записывать от руки статьи любимых авторов, отрывки из книг или статей. Потом все это можно красиво украсить. Введите блокнот как личный дневник. Долго ждать результат себя не заставит, и уже через пару месяцев вы увидите, как ваш словарный запас обогатится, а градус образования повысится. Когда вы пишете сочинение или эссе, используйте словарь синонимов. Это позволит сделать ваш текст более грамотным и интересным. Есть такое правило 2 минут. Если задание можно сделать в течение этого времени, то не откладывайте, а то потом дела накопятся как снежный ком, и потом всякие мелочи можно и неделями разгребать. Зарабатывайте фишки за хорошие и плохие качества. В личном дневнике создайте таблицу, куда ежедневно вы будете вписывать свои промахи и достижения, а потом можно подводить итоги и вознаграждать себя, или показывать эту таблицу родителям. Это уже будет настоящее доказательство вашего хорошего поведения. Тут можно и подарок по итогу недели требовать. Делайте обзоры прочитанных книг. Прочитав книгу, возьмите за правило делиться впечатлениями с другими. Когда просто читаешь книгу, то половину из прочитанного можно и не запомнить, а так появляется ответственность. Вы пытаетесь разобраться как следует. Обзоры можно выкладывать в свой блог, делать посты в соцсетях с хэштегами, а лучше на книжных сервисах.
или в отзывах о самой книге. Неплохой старт для создания своей аудитории и плюс 20 к развитию интеллекта. По-моему, крутой лайфхак. Участвуйте в опросе и напишите, какие видео вы бы хотели видеть в ближайшее время на моем канале. Можете предлагать и свои варианты в комментариях. Вот такие крутые лайфхаки у нас с вами получились. Пишите в комментариях, какой из них вам понравился больше всего, каким вы будете пользоваться, а может быть, какой-то из них вы уже знали и успешно используете. И я с вами прощаюсь, но ненадолго. Будьте креативными, а я вам в этом помогу. До скорого. Пока!